Мама пришла вечером. Лиля уже собиралась сходить в душ и лечь спать. Нет, ну а что? Имеет право пораньше лечь. Утром вставать рано. Мама сидела на кухне, от чая отказалась. Жевала губами и говорила о чем-то. Лиля откровенно зевала. Указать родительнице на дверь совесть не позволяла. Но и сидеть из пустого в порожнее переливать тоже не очень хотелось. «Мам!» — не выдержала Лиля. «Что-то случилось?» «Нет. А что должно случиться?» «Ну, не знаю. Ты так поздно пришла». «Я что, к дочери в гости не могу прийти?» — вспыхнула мама. «Ты и так от нас отдаляешься, будто мы тебе не родные». «Я отдаляюсь? Мама, зачем ты так говоришь? Ведь сейчас поругаемся опять». «А что, нет?» Мама поджала губы. «Все одна, тебе подруги дороже семьи». «Так...» Лиля посмотрела на мать. «Видимо, добром это не кончится. Ну, давай, предъявляй свои претензии». «А что предъявлять? Что предъявлять, ты и так прекрасно все знаешь». «Давай, говори, а я послушаю», — говорит Лиля. Сон как рукой сняло. «С Татьяной ты не дружишь, все с подружками своими». «Так, а дальше?» «Папа попросил тебя отвезти бабушку на дачу. Ты, видите ли, занята была». «Кто попросил? Кого отвезти?» «Не ерничай. Ты прекрасно слышала, кто и кого». «Угу. Дальше». «А что дальше? Ты живешь, как сыр в масле катаешься. Вон на отдых 2 раза в год мотаешься. Деньги некуда девать». «Ну почему же? Есть куда. Я их коплю, мама». Лиля ехидно усмехнулась. «Зарабатываю и коплю». Копит она. У нас ремонта лет 15 не было, а то и больше. Могла бы и выделить на ремонт в родительской квартире. Да? Ага. Интересненько. Дальше что? Лиля уже откровенно хамила матери, да и та завелась не на шутку. Такие разговоры были периодически. Но сегодня Лиля решила договорить до конца, чтобы потом больше не возвращаться к этим вопросам. А то Татьяна бьется, как рыба об лед, а у тебя ни ребенка, ни котенка. Могла бы и помочь сестре. Хм, как интересно. Отдавать заработанные мной деньги? Или что? Взять на абордаж и тащить сестрицу, ее муженька и детишек? Да, мама? А почему мы с папой должны это делать? А я откуда знаю, мам? Вопросом на вопрос ответила Лиля. Мы семья, упрямо говорит мама. Мы должны помогать друг другу. Вы семья, вот вы и помогайте. Я-то при чем? Издеваешься? Да? Конечно, тебе все на блюдечке досталось. И квартира у нее 3-комнатная, а сестра с семьей в одной комнате ютится. И машина, знаешь ли, неплохая. Даже у Таниного Димы такой нет. А он, между прочим, мужчина, дорогая моя. Ага, а я при чем, что он мужчина, и что у него нет машины, как у меня. И жилье для своей семьи он не может приобрести. Ютятся в одной комнате в вашей 2-комнатной квартире. Зато детей делают хорошо. Ты еще забыла в ту же кучу мою работу приплести. Она мне очень достойные деньги приносит. Правда, я пашу как вол. Вот завтра мне, например, нужно рано встать. Поэтому сворачиваем наш бестолковый разговор и идем по кроватям. «Ты выгоняешь меня?» – взвизгнула мама. «Нет, почему же? Можешь у меня переночевать. У меня же есть комната для гостей». «Значит, помочь сестре ты отказываешься?» «Отказываюсь». «И Рому с собой на море не возьмешь?» «Не возьму». «Бессовестная». «Да вся в тебя. Ноги моей больше здесь не будет. И слава богу». «Ты... «Что, мам, больше не приходить? Так я и так к вам не хожу. Последний раз была, когда меня твой муж за шиворот выкинул. Напомни мне, когда это было?» «А, да, когда бабушка лежала.
а мне одну ее не поднять было. Я потом соседей позвала. Ага, они мне помогали ее мыть. И в последний путь они мне ее собирали. У нее же кроме меня никого не было. Отец мой был единственным сыном. А еще, мам, ты забыла, видимо, вы меня в 6 лет моих маме твоей отдали. Ну, я типа мешала Танюшке спать. Хотя у меня другая версия. Я мешала вашему семейному счастью. Я напоминала тебе о своем отце. Правда? А твой муж, как истинный самец, не мог видеть потомство от прошлого самца? Да? А потом, когда тебе понадобилась помощь с Татьяной, твоей любимой дочкой, ты отправила меня к папиной маме. Кстати, к совершенно незнакомому мне человеку. И твоя мама, а моя типа бабушка, с легкостью отвела меня в чужую квартиру, как ненужную игрушку. Она не вспоминала о том, что есть старшая внучка много лет, а теперь вдруг понадобилось на дачу ехать. Вспомнила про Лилю. Ну точно. Мне повезло, что моя родная бабуля отогрела мне сердце. В мои 8 лет оно уже было замерзшее, ведь самый близкий человек, мама, предала. Что ты такое говоришь? Ты сама захотела жить у бабушки. Серьезно, мам? Тебе самой-то не смешно? Я даже не знала о ее существовании, пока вы меня не отдали ей. Нет, ты меня, конечно, брала на семейные праздники. С Татьяной-то кто-то должен был возиться. Ты даже не додумывалась меня покормить. А я, глупая, не ела дома, потому что к маме на торжество иду. Ты хвалилась перед гостями, как я обожаю сестричку, и они умилялись нашей любви. А как только гости расходились, ты сажала меня в такси и отправляла к бабушке, так и не накормив. Ты хотела поговорить? Давай, поговорим. Расскажи мне, как так получилось, что я стала тебе не нужна? Я ведь помню, как ты меня любила, мама, как заплетала мне косы, такие, как в твоем детстве, искала по всему городу банты и атласные ленты, чтобы заплетать мне настоящие косы, а не перевязанные резиночками. Как ты любила со мной дурачиться, читала мне сказки, рассказывала истории и пересказывала тихонечко взрослые фильмы про любовь, на которые ты ходила без меня. А помнишь, как ты трясла за грудки хулигана? Помнишь, за то, что он меня обижал? А потом вы с его мамой долго смеялись. Дома ты мне объяснила, что я нравлюсь ему. Вот он таким образом выражает свою симпатию ко мне. А потом ты встретила человека, который стал тебе мужем, и мы втроем ходили везде, и я так радовалась, что у меня тоже есть папа. Помнишь, мама? Я понимала, что это не мой папа, но он был такой хороший, я так его полюбила. Я подходила и прижималась щекой к его руке. Я лежала и шептала, чтобы папочка всегда был здоров. А помнишь, у него был такой махеровый шарф в полоску. Когда папы не было дома, я брала этот шарф из шкафа и нюхала папин запах. Но потом родилась Таня, и я стала лишней. Вам так хорошо было, тебе, папе, а тогда он еще был для меня папой и вашему ребенку. Вы расстилали на полу теплое ватное одеяло, помнишь, мама, такое красное, и ложились на него по краям, а в середине лежала и болтала ножками Таня. Для меня места не было. Я однажды тоже захотела с вами полежать с краешка, хотя бы с краешка просто полежать. Твой муж грубо меня оттолкнул и сказал, что я кобыла здоровая, улеглась к ребенку. А ты промолчала, мама, вся поглощенная разглядыванием своей прекрасной дочери, рожденной от любимого мужчины. А потом ты отдала меня своей матери. Она называла меня выродком и отродьем моего непутевого папаши. Видимо, от большой любви. Правда же, мама?
И с каким удовольствием она отвела меня к бабушке, к той, которую я никогда не видела. Ты исполняла родительские обязанности. Да, например, ходила на родительские собрания, чтобы там тебя похвалили. Я старалась учиться. Думала, вы увидите, какая я умная, и полюбите меня. Будете звать к себе домой. Мы будем опять семьей. Моя семья была моя бабушка, а подруги – это мои сестры. Они всегда со мной. Это их мамы вытирали мне слезы. Это их мамам я доверяла свои девичьи секреты и страдания. Мне 30 лет, мама, и я не завожу семью. Знаешь почему? Я боюсь стать как ты. А вдруг это как-то передается? А вдруг я не смогу ужиться с мужем и останусь с ребенком на руках? Потом встречу другого мужчину, рожу от него ребенка, а старшего отдам. Нет, не тебе, его бабушке. А вдруг она не окажется такой, как моя? Мне страшно, мама. Я все еще люблю тебя, потому что ты моя мама, потому что у каждого человека есть такая потребность – любить. Поэтому я до сих пор общаюсь с тобой, понимаешь? Терплю всю ту дичь, что ты творишь. Я не люблю твою мать, она мне никто. Я не люблю твоего мужа и твою дочь. Уж извини, для меня это чужие люди. Вспомни, я пыталась подружиться с твоей дочерью. Из этого ничего путного не вышло. Она просто эгоистка. Думала, что я буду дарить ей дорогие подарки, возить за границу. А когда поняла, что этого не будет, она вычеркнула меня из своей жизни. Я проверила тогда ее, сказав, что в этот раз мы посидим дома, сходим на речку. Я все сказала: мама, уходи. Если хочешь, останься. Я прижмусь к тебе. Мы забудем все обиды. И я обещаю, что стану самой лучшей дочерью. Извини, мне нужно идти. Мать встала и молча вышла. Лиля сидела опустошенная на кухне. Мама вернулась. Глаза Лили вспыхнули и засветились счастьем. «Я не поняла», — сказала мама. «Так ты возьмешь Рому Таниного с собой на море? Парню 5 лет, а он нигде не был. И что там по поводу ремонта?» «Уйди», — прошептала Лиля. «Уходи, слышишь?» Мать пожала плечами и скрылась за дверью, а Лиля долго не могла уснуть. А утром позвонила подруге, взяла отпуск, и они полетели отдыхать. «Надо было смыть с себя все это», — думала Лиля, купаясь в море, и твердо знала, что прежней она уже не вернется. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.